Я приветствую всех людей Дхармы, всех искренних ищущих у себя на канале. Рад вашей активности, рад тому, что вы смотрите мои видео, и рад, что эта тема о мистике от А до Я так сегодня востребована. Я вообще считаю, что время непонимания такого вот расплывчатого контента прошло. Я думаю, настало время ясности, трезвости, и я думаю, что мы уже в русскоязычном пространстве созрели для того, чтобы воспринимать действительно глубокое мистическое учение, которое рассчитано на долгие, можно сказать, годы изучения, исследования, практики. И мы избавляемся потихоньку от этого синдрома учения на один день. То есть мы куда-то придем, нам объяснят, кто мы на самом деле, мы все поймем и начнем жить счастливо. Дело в том, что это, как правило, не происходит. Или происходит с одним человеком из миллиона. И поэтому это не нужно полагать некой догмой. Большинству людей требуется длительное взросление для впитывания в плоть, кровь и кости этого знания, этого учения. Поэтому вот эта духовность выходного дня, она потихоньку будет себя изживать и уступать место глубокому, трезвому, ясному учению, в котором есть некие этапы, есть необходимые практики, есть ясные, четкие критерии продвижения. И вот сегодня я бы хотел затронуть тему индивидуальности. Мы уже с вами потихоньку начали ее изучать, когда мы исследовали ментальное тело. Потом мы коснулись уже с вами чувственного тела. Потом мы коснулись с вами социального тела. Это все, так можно сказать, части индивидуального тела, то есть общего индивидуальности нашей. Поэтому мы уже начали изучать индивидуальность, но сегодня почему-то мне хочется дать общую картину индивидуальности. И дальше мы, возможно, опять продолжим исследование других тел. Так вот, чтобы общая картина у вас сразу выстраивалась, сегодня поговорим об индивидуальности. Как ее представляет наше учение Freeway? Значит, индивидуальность – это, можно сказать, совокупность тел. И вот мы рассматриваем это как такую матрешечку, где все тела встроены в друг друга, взаимодействуют, взаимовлияют. И, конечно, это условно мы это разделяем. Но нам для изучения, для освобождения, для понимания, как эго-структура повреждает эти тела, нам лучше, чтобы мы их рассматривали условно отдельно. Условно отдельно. Это очень похоже на медицину, когда тело все-таки едино, но у нас есть специалисты там по ухо, горло, нос, а есть офтальмолог, и мы понимаем, что специализация необходима. Но вместе с тем нельзя рассматривать организм как глаза отдельно, уши отдельно, да? Это пагубная такая вещь, которая не учитывает, что организм – это такая целокупная система. Так вот, индивидуальность – это довольно целокупная система, но она состоит из подсистем. И вот мы начали с самого, так скажем, последнего формируемого тела, например, социального, потом ментальное, потом чувственное тело, потом чувство, потом тело ощущений. Это очень интересное тело, которое сегодня потихонечку вообще превращается в рудимент. Люди перестают жить телом ощущений. Хотя, например, животные, для них это доминирующее тело для взаимодействия с миром.
Отсюда рождаются их вот это животные инстинкты, интуиция и так далее. Это все рождается из тела ощущений, и его воздействие выходит за пределы физического тела. А у нас ощущения это на уровне каких-то тактильных ощущений и все. То есть, когда ты спрашиваешь человека об ощущениях, он знает только опыт попы на стуле. Ну, это, конечно, печально, но как есть. Тело ощущений. Дальше мы имеем то, что называем физическим телом. И вот здесь тоже идет путаница. Физическое тело – это не тело ощущений. Это прям физический объект в физическом мире. Прям вот физический объект, как мы его воспринимаем, по сути, глазами. Мы его воспринимаем так же, как воспринимаем некий объект на столе. Но, конечно, он отличается от других объектов. Об этом мы позже можем поговорить. Но это такой же объект, такое же физическое тело. Следующим телом является энергетическое тело. Сейчас этим никого уже не удивишь, потому что многие люди занимаются энергетическими практиками, цигун, там, может быть, даже какие-то пранодинамика, может, вы знаете такое вот, и разными другими техниками, которые позволяют открыть энергетическое тело, которое во многом с физическим взаимодействует, и здоровье физического очень зависит от состояния энергетического тела. Сейчас много слышно энергетика. Может, не все понимают, что это такое. Это энергетическое тело, которое как оболочка вокруг физического тела, и у него тоже есть свой энергетический мир. Вот такие как бы тела. И последним телом, подождите, давайте проверим, чтобы мы ничего не забыли, да? Социальное тело, ментальное тело, потом мы имеем тело, чувственное тело, тело ощущений, потом физическое тело и энергетическое тело. 6 тел, и все они помещены в высшее индивидуальное тело, которое называется индивидуальное сознание. Можно его еще назвать информационное тело. Вот именно его частенько и путают с менталом. Помните, да? В первом видео я говорил о том, что нельзя путать ум или ментальный план и сознание. Потому что одно является, грубо говоря, последним телом в матрешечке в этой, а другое является первым. Поэтому, когда вы слышите выражение «все есть ум и есть этот мир» и так далее, то это указатель на сознание. Так вот, вот эти 7 тел, включая сознание, это полная модель индивидуальных тел. Еще можно сказать семья, да, потому что семья и семья – это 7 индивидуальных тел. И вот они как матрешечка – это такая семья. Это очень интересное звучание вот этих. Люди не понимают частенько, что такое семья. Это 7 индивидуальных тел, которые могут названы быть «я». И так мы их и называем. И высшим «я» является сознание. Высшим «я». Поэтому, когда говорят «встретиться с высшим «я», с истинным «я», частенько подразумевают выход на опыт сознания. Выход на опыт сознания – это глубокий, мистический, духовный опыт. И, по сути, он в таком устойчивом варианте не наступает, пока эго-структура функционирует или делает вид, что функционирует в нашем сознании. Вот эти 7 тел являют собой индивидуальность. Следующий вопрос, который я хотел бы затронуть, что каждое из этих тел присутствует в своем поле или в своем так называемом мире, или в своем еще есть слово плане. Сейчас объясню, в чем дело. Смотрите, когда мы говорим личность, мы говорим, что это индивидуальное тело социума.
то есть частичка социума. Вот для этой личности социум является социальным планом, а телом социальным является личность. То же самое с ментальным. У нас есть ментальный план. Это вообще мир вот этого ума. Понимаете? Вот такой всеобщий ум, большой такой. Он не индивидуален. А наш ментал, он индивидуален. Дальше мы имеем, например, чувственный. Это витальный план и наше чувственное тело. И также со всеми телами. Физическое тело, физический мир, физический план. И оно часть этого физического плана. Поэтому, если мы хотим изучать индивидуальность, мы изучаем физическое тело. Если мы хотим изучать план, мы изучаем физический мир. Вот здесь есть вот эта вот граница индивидуального и надиндивидуального. И она такая довольно условная. Она не жесткая, но она присутствует, она позволяет нам индивидуальность выделять из плана. Это нормально, и это может быть не жестко. А иногда это связано с эго-структурой. Возникает такой жесткий скафандр этой индивидуальности, и это уже, можно сказать, работа эго-структуры, когда индивидуальность противопоставляется своему плану. То есть вот физическое мир, тело – это часть мира. Но очень часто физическое тело очень переживает, что мир враждебен по отношению к нему. Помните, да, эти слова Цоя? «Весь мир идет войной на меня». Ну вот это переживание эго-структуры, которая как скафандр закрывает эту индивидуальность. В дальнейшем мы будем рассматривать индивидуальность не как 7 тел, а как 6 тел. Потому что сознание – это глубокий мистический опыт. Оно тоже, кстати, имеет индивидуальное сознание, и его расширение к сознательному плану или к миру сознания называется надиндивидуальное сознание. То есть индивидуальное сознание – это действительно такое индивидуальное тело вот этого надиндивидуального сознания. Вот сегодня я бы хотел на этом остановиться. Я вам дал понятие о 7 индивидуальных телах, а также показал, что они являются частичками каждое тело своего плана. Сознание является частью надиндивидуального сознания и так далее. Физическое тело частью физического мира, и граница между ними условно. Жесткость границы индивидуума и его плана или мира является одной из глубоких эго-структур. На этом я хочу прерваться. В следующей лекции мы продолжим изучать индивидуальность. И я думаю, мы поговорим с вами о том, что такое психика и какие виды психики бывают. И вам будет очень интересно узнать свой вид психотипа. Спасибо вам. А сейчас минуточку молчания. Еще раз спасибо. До новых встреч. Мы продолжим обязательно знакомиться с мистикой. И я вас уверяю, это очень-очень увлекательно.